Всем привет, друзья! Меня зовут Макс, это канал Dolphin Play, и мы сегодня будем с вами смотреть, что же у нас такого интересного в этой игрухе есть. Куда можно сгонять, что можно поделать, какие задания делаются. Ну, вообще, весь контент так вкратце пробежимся из того, конечно, что у меня открыто. У меня открыто не все, 2 пункта не хватает. Кстати, вышло обновление 1.1.26, добавлен новый герой, добавлены новые айтемы. Ну, в принципе, с подробностями можете ознакомиться на сайте, там более подробно, правильно все расписано, чем я вам тут буду рассказывать сейчас половину от себятины. Итак, давайте поглядим, что у нас есть. Да-да-да. И тебе приветик, тоже рад тебя видеть. Так, награду сразу хапаем. Сейчас такой постараюсь быстренький, кратенький рассказ-показ состряпать вам для удобства. А вот следующую серию уже будем бомбить по нашим героям-охотникам. Как обычно, купон премиумной подписки. О, денежка прилетела. Денежка — это хорошо. Денежка — это классно. На почту. А чё, по чуть-чуть-то все сразу бы кинули в одну кучку, да и все. Чё разными письмами. Так, рейтинг. Доступны награды 500 забрать. Тоже хорошо. Так, чё у нас с боевым пропуском? А с боевым пропуском у нас новый пропуск. Походу на все это обновление, как и прошлый. Опа, новый интерфейс, новая менюшка. Это прикольно. Ну, награды, в принципе, стандартные, ничего сверхъестественного. Так, люкс подписка 19 баксов. И премиум пропуск. Премиум пропуск, он за кристаллики идет. Блин, сделали две разные иконки, а одна и та же вкладка открывается. Так, а что у нас тут? Задания ежедневные, еженедельные, сезонные задания. В принципе, все как обычно. А так, а это что за хрень? А, это сразу типа купить уровень. Можно одну штуку в день. Ага. Ладненько, хорошо. Так, а что у нас тут есть еще? Заберем сразу ребят, которые у нас отрабатывали по халям. Отправим новых нафиг. Так, демонстрация охотника. У нас появилась новая подруга. Демонстрация охотника. Так, этих мы вроде... Да, эти все награды мы забрали, они не появляются. Вот это вот. Мейлин Фишер. Да простят меня ребята, кто играет на оригиналах, на японском. Я понимаю, что тут названия все, конечно, исковерканы. Но я уж читаю так, как есть. Так, приветствие охотника. Мейлин Фишер специализируется на исцелении и усилении атаки. Ее основная способность — восстанавливает здоровье команды. Ее основная способность — один из способных быстрым событиям временно накладывает эффект сырые объятия и увеличивает урон, получаемый врагами от воды. Ее ключевая атака — основная способность и замена на другого охотника. Ага, ладно. Так, комбо из основных атак выполняется, когда вы последовательно применяете основные атаки. Так, ну все как обычно. Ну, в принципе, сплэш у нее, ребят, довольно-таки классный, я вам скажу. Приятненький. Это хорошо, хоть не узкотаргетная. Так, ключевую атаку можно применить, заполнив шкалу ключевой атаки, используя бань, не буду читать, быстро пропадают. А, ну это вот этот у нас удар. С размаха, с разворота. Так, хлесткий удар сверху вниз. Это у нас будет на Q. Ну-ка. Подбрасывает врага в воздух. А, подожди, так она, по-моему, еще и подхиливает. Блин, прикольная девчонка с хвостиком. Да, и эта штука нас подхиливает, нормально. Интересно, она хилит стандартно или от чего зависит? Или от урона? Так, лапки. Лапки тоже прикольно. Так, ультимейт. Кошак. Кис-кис-кис-кис. Хрена себе кошак. Вроде маленький был, а здоровый стал. Так, победите врагов. Ну, давайте запинаем быстро.
Я не понял, ты чё не уворачиваешься? Ну-ка, чё за фигня? Ребят, погоди, стойте, погодите. Так, надо в настройки залезть. Тут, походу, опять все сбросилось. Да, с обновлением все сбросилось. У меня вот тут вот на Space идет, а тут на Shift. Вау, вот так будет нормально. Сейчас хоть уворачиваться будем, хоть не будем по соплям получать. И графика, кстати, поменялась. Наконец-таки сделали дополнительное разрешение, так что картинка теперь поприятней стала. Раньше было только одно, и оно вообще не менялось. А почему у нас всех щиты? В щите ты не подбрасываешься. Вон она чё. Не ори на меня. Сейчас я тебя отхлыстаю. Вот тебе кошаком вначале. Ну да, от кошака он тоже не подпрыгивает. Ну ладно. Быстро запинаем его. Сейчас заберем награду. Не, ну удар у нее, конечно, не сильный, но они во всяком случае неплохо контролят. Конечно, раскачанная, я думаю, она будет гораздо эффективнее. Вот пока на нас кружится эффект лапок, мы типа подхиливаемся или что это такое? Ну-ка, вот этот удар. Нет, хилка моментально проходит, она не временная. Что за усиление такое было? Блин, можно мне такого котенка? Я себе котенка такого хочу. Яркого голубого, но чтоб он не мокрый был только. Ну да, классненький, приятный герой, надо будет его открыть, хотя бы просто открыть. Экс, вербовочка, да, 20 дней у нас на тебя. Тут и нифига ничего не... нет, подожди, что-то изменилось. Добавлен новый состав. Да, на нее прям что-то повышенный процент сделали. Зачем? На всех остальных так себе. На этого вообще отвратительный процент. И вот эта вот подруга, на нее тут аж 0,6. Ну, в принципе, да, падать она нам часто будет. Так. Вот что, заберем. Ну, я же говорю, взяли, разбили. Нет, что все в кучку одну поставили бы. 6, не 4, не что-то время разное. Ну ладно, забрать, удалить нафиг. X, это что такое? Уведомление, поздравляю, вы стали игроком. Это типа разовые награды по достижению уровня. Хорошо прилетело. Вообще здорово прилетело. Мне нравится. Вот, скиллы новые. Так, и дается, в принципе, почти каждый второй уровень до 80-го. Нормально. Арсенальчик. Что у нас нового в арсенале? На демоническую сливу и на эту. Ну-ка, слива. Да, хватает. Мы теперь можем усилить наконец-таки на 3-й. Так, арсенальчик чуть-чуть прибавили. Тоже обалденно. Вот эту вот штуку тоже, ну, потом ее уже усилять буду. Я пока не качал еще эту саблю. Так, это у нас все еще недоступно. Слияние. Вот. Теперь у нас появились. Ну, давайте скрафтим скилл. Да, такого у нас тоже не было. Он у нас добавился. Подняли уровень. И теперь новую обилку. Вот это классная штука. Так. Вот эта штука классная. Где? Вот тут вот. 4-я у нас не открыта. 3-я. Значит... ням-ням-ням-ням. 1-й, 2-й, это 3-й. Вот. Этот мы оставляем 100%. Это когда мы сдыхаем, чтобы мы не дохли. Это у нас ослабляет атаку врага, не надо. Это сокращает... Когда здоровье падает, увеличивается 3 раза. А это на постоянку, на 18%. Но мы и сами огребаем. Это у нас лечение за восстановленных врагов. Что-то процент маленький.
И это урон, наносимый врагам с уязвимостью к стихии, повышается на 8%. Вот эта штука точно хорошая. Так, а вот вместо чего ее взять? Вместо того или вместо этого? Здесь мы получаем усиление на 1,6% 3 раза, но мы должны потерять 90% жизней. Наверное, вот вместо вот этого вот. Тут усиление не сильно такое большое. Вместо него возьмем вот эту уязвимость к стихиям. Вот так вот, да, будет обалденно. Так дэмэджа будет уже побольше. Так, способности, новый скилл. Тут огонек появился. И вот этот, водичка. Но я их не качал, поэтому хрен бы на них. Так, ничего такого не вижу. Так, гримуар. Можно ли апнуть его еще разок? Уровень сотка? Нет, сотка максимальный. Ну что ж, ладно. Так, ну давайте посмотрим, что нам тут доступно. Значит, врата. А врата бывают разные. Бывают обычные, бывают прорыв, золотые, там где гоблины бегают, и особые красные врата. Их надо будет ролить, но, между прочим, попробую проролю. Как говорится, покажу. Значит, смотри. В режиме архив охотника. Здесь у нас всякие истории. К ним мы придем чуть позже. Как говорится, почитаем историю по каждому персонажу, как и обещалось. Следующее. Повторные сражения. Это сражения, которые проходят нашими охотниками. Значит, ну давай по порядку всех, как говорится, глянем. Синяя ядовитая касха. Я уже дошел до 10-очки. 10 уровень максимальный, но награда тут получается максимум шмотка 35 уровня. Так, что у нас? Рекомендуемая тьма, пассивки от холода. Ну давай посмотрим. Так, тьма мы возьмем Либану, возьмем вот этого чувака. Вы уже играетесь 2 часа, нормально я так поиграться. А вот я не помню, у нее щит есть или нет. Блин, ну ладно. Ну, давайте возьмем тогда еще вот такую подругу. А хотя нет, против вот эту, да. Так, забери саблю обратно. Так, а что бы тебе дать? Чё? Давай вот это тебе дадим. У него еще нет своего оружия у меня. А другие простые СР-ки я не качал. Так, ну, погнали. Сейчас каждого по разу пину покажу. Касака, иди сюда. Красавица ты наша. Вот такая мерзопакостная змеюка. Да, брони у нее нету, упадет быстро. Ну да, раньше она тяжело билась. Теперь быстро. Ой, теперь быстро падает. Так, следующая живность. Следующий у нас какой-то синий чувак вроде. Их пока доступно всего 4. Я думаю, попозже завезут больше, когда поднимут максимальный уровень брони. Да, вот это вот Форес, зеленый маг. Ну и какая картина? Вот с этой, к примеру, падает башмаки, перчатки и все. Вот башмаки, перчатки. С этого, соответственно, тоже падают башмаки, перчатки. А вот с этого и паука, с них уже падает шапка и тело. Здесь у второго также он низкий, боевая мощь у него так себе, максимальный уровень типа 40-й. Ну, короче, тоже он довольно-таки быстро у нас отвалится. Но здесь уже можно взять вот эту подругу, она мне больше нравится. А тебе дадим вот это. Твоя урон зависит от атаки.
Кстати, посидел сейчас, потыкался буквально перед этим. И собрал наконец-таки вещи более-менее по логике, так как они должны быть. Сейчас вот это вот покажу и скажу, что я там вытворял. А, у тебя броня есть, а я забыл про броню. Ну, ты и так быстро упадешь. Тебе и броню ломать не надо на таком уровне. Так, это был второй. А вот с третьим я его уже до десяточки дойти не могу. Там уже посложнее. Конечно, есть разные классные тактики в зависимости от прокачанных героев. Так, Цербер. Цербер у нас уже, как видите, тут, блин, уже требует адовое количество. 8-ю до сих пор пройти не могу, поэтому мучаюсь на 7-й. Так, у нас осталось 6 ключиков, значит возьмем 4 вот сразу. Вообще по умолчанию доступно 2, с подпиской я ее наконец-таки взял, можно уже 4 бабахать. Так, рекомендуемая стихия вода, братан, извини, водичка нужна. Вот так вот. А пускай твоя будет. Тут у него всякие пассивочки, можно посмотреть, почитать. Тут то, что у кого-то щит, кто-то щит себе накладывает регулярно, сопротивление, ну, в общем, их собственное усиление. Итак, Цербер. Но вот с этим уже придется повозиться в полную. И что-то увернуться не могу. Сейчас ему щиток нафиг снимем году этому. Не бей меня, собака вредная. Так, Барбос мимо. Начинается все довольно-таки скромно, потихонечку. Чем выше уровень этого гада, тем больнее он начинает бить. У него всякие приемы новые появляются, там всякая гадость. Хотя, в принципе, он отлетает довольно-таки быстро. Я думаю, можно попробовать и следующего завалить. Давай-ка, наверное, попробуем. Ключи тратятся только когда ты непосредственно победил его. Если ты его еще не убил, ключики не тратятся. Что-то я после того, как перебросил, он довольно-таки легко идет. Давайте попробуем вот этого гада. Может, получится. До этого не хватало нифига. Хотя да, смотри-ка, мы уже сравнялись. Я думаю, выйдет. Я думаю, запинаем. Так, вот у этого так уже новые скиллы и приемы могут быть, поэтому что от него ожидать, не знаю. Может пойти что-то по-другому. Хотя нет, броня у него также быстро отваливается.
Так, давай, дружище. Так, сразу чуть-чуть осталось. О, 63 полосочки. Не попадешь, не попадешь. Чуть не попал. Так, сейчас у тебя огненное дыхание должно быть, да? Да. Ну, я думаю, запинаю. Времени еще достаточно. Если не наглупим. Не, дружище, так не надо меня бить. Ну, отлично, отвалился друг. Мы, конечно, я думаю, уже могли бы... Нарпад хорошо нападало. 4 максимальных. 55 уровень здесь максимальный. Так вот, смотри, что я хочу сказать. Ну, следующего, естественно, тоже паучка покажем. Блин. Не, давай вначале все-таки реально паука глянем, а потом уже покажу, что к чему. Так вот, это был Цербер. 9 уровень, 215. Но это я уже попробую в следующий раз. У нас осталось 2 ключика. В принципе, почему бы нет? Давайте попробуем разок. Вдруг завалим. Это, конечно, интересно. Можно было их усилить еще. В принципе, но я их не усиляю пока. Это вот сюда, когда зайдем, покажу почему. У меня айтемов уже набралось довольно-таки много, чтобы усилить самих героев. Это 76, 215. Мы его физически по времени, по-моему, не успеем грохнуть. Даже если идеально уклоняться будем. Но и, по-моему, если не увернемся от удара, то он нас первым же ударом свалит. То, что у них урон прям бешеный становится. Да, шлейф у него стал шире. Давай, 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 дружище, падай. Падай, бронька, падай. Так, бронька минус. Теперь можно у него вливать весь основной урон. Офигеть, ультануть успел еще до того, как полтинник снял. Ну, прям ощутимо жирнее тварь стала. Но по скиллам пока ничего нового, в принципе, он юзает даже все то же самое, даже в таком же порядке.
Так, сейчас будет метеориты падать. Да. Пока ни хрена ничего не изменилось. Вот по времени, да, очень жестко идет. А, сбил, гад, не дал поставить, но это все, это писец. Тут я уже, по-моему, не А, нет, смотри, ушел, смог зайти. Времени вот только нифига не остается. Ай-яй-яй, это было больно? Да, 30 секунд, а полосок еще дофига. По-моему, секунд прям не хватит. Да, не хватает немножко секунд, не хватает там дэмэджа. Но ничего, я над этим поработаю, чуть-чуть попозже мы его завалим. Прям на копеечках. Не вывозим. Но если бы скиллы были прокачаны, то тогда бы, да, вывезли. Но скиллы я не качал, они у меня слабенькие. Итак, паукообразная живность. Я думаю, попробуем сразу вот эту живность. Тут у нас, как говорил, падает шапка и падает бронька. У тебя уязвимость к свету. Иди сюда, подруга. Так, возьмем тебя. Обязательно тебе прорыв нужен. И возьмем вот этого чувака, он будет броню резать. Так, что тебе саблю дать? На тебе вот эту саблю. А хотя зачем? Ты же у нас от атаки зависишь. Вот этот посох. Этой подруги у нас нет с собой. Поехали. Предыдущего паука валил легко. Вот этого вот не знаю. Я один момент не знаю. Заодно, кстати, сейчас, когда идет, скажу какой. Если вы вдруг знаете, каким методом это обойти, то говорите. Может, тогда смогу побеждать. Вот. Паук сваливает. Просто взял, свалил он туда наверх и начинает своей жизни восстанавливать. Вот этих вот гадов бить я не вижу смысла. Потому что они, зараза, взрываются. И главное, чтобы они тебя не задебафили, поэтому я от них тупо бегаю. А что значит не дайте пауку восстановить здоровье, я вообще не понимаю. Да. Думал, вернулся, а оказалось, попал. Обидно было. Да, на у меня энергии-то хватит там броню сломать. Должно хватить. На тебе, блин, дамокловым мечом по башке, зараза.
Вот взял, наверх ушел. Навес, блин. Так, самое главное, под паучков не попасть, иначе поймаем. Дебаф очень нехороший. Из-за него мы очень медленно двигаемся и ужасно медленно все бьем. А, ну он жизнь не установил, а порой восстанавливает прям вообще писец дофига. Это да, это мы запинаем. Ну вот отлично, один уровень подняли и того, и этого. Вообще здорово. Итак-с. Да, а тут они ни одного 55 уровня. 55 шмотки это максимальный, почти. Из того, который можно выбить вот в этих сражениях максимальный. Но появились с обновлением еще одни шмотки. Сейчас покажу какие. Это у нас стартанул такой ивент. Утилизационный проект Мэй. Какой смысл? Ты берешь вот эти вот вещи, которые у тебя закрафчены, и можешь их утилизировать. Получаешь вот такие вот осколочки. И с этими осколочками в магазине можно их обменять вот на такой новый комплект. 73 уровня, он в принципе довольно-таки прикольный. Бонусы у него дай дорогу, но бонусы уже рассчитаны, что самое интересное, под 8 вещей. А получить можно только первые 4. То есть бижутерия еще пока недоступна. Когда она будет доступна, хрен его знает. Я думаю, что вот как раз через вот эти 12 дней. Ну, также тут можно всякие айтемы купить. Так, ладно. Погнали по... Так, давайте глянем, что у нас тут есть. У нас появилась вот такая ерунда. Их мы получаем за прохождение как раз на текущий момент. За прохождение данжей, за... вот эти вот врата, за боссов всяких. И можно будет обменять. Дальше вот эта штука прикольная. Охота за сокровищами тук-тук. Награду можно поглядеть, как всегда, что падает. Задание есть, как обычно. Выполняешь задание, забираешь айтемы. Сколько вот у нас? 4 штучки есть. И вот по такому образу и по подобию открываешь их. И что-то вкусное получаешь. Дальше. Старый добрый кубик, который к нам вернулся. Схема та же. Забрали награду, бросаем косточки, смотрим, как друган прыгает. И выбивает наградку. Это, если не ошибаюсь, за каждые 5 или за каждые 10 тут сколько-то. Получаешь все выше, 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 получаешь финальную награду, а вот тут, по-моему, будет написано. Награда за раунд на каждом уровне дается после прохождения раунда. Ну получается, кружок полный дали. Получили 1 пункт. Ну и вот так вот, короче, бегаем, прыгаем, собираем. Самое ценное, что у нас тут... О, как! Спасибо. Все, получили. Теперь за каждый повтор будем получать вот такую вот бяку. Она нам нужна, чтобы уже скрафтить эту пушку. 100 штучек, по-моему, надо. У нас есть сейчас 10. Так, следующую утилизацию уже сказал. Так вот, почему я не качаю персонажей? Смотри. Вот этот вот ивент стартанул с момента, как появилась вот эта вот наша подруга. И здесь есть задание, то есть улучшаешь нашу подругу, либо развиваешься своих охотников, получаешь очки. Набрал очки, забрал награды. Это все классно, но на текущий момент идет вот это испытание. Они идут там по 4, по 3, по 5 дней, по максимум 5 дней. И здесь есть свои задания. На данный момент они идут на зачистку врат. Зачистку и добычу с этих врат. И забираешь вот эти айтемы. Как только она подойдет к концу и закончится, начнется новый раунд. Он может быть на усиление охотников, на улучшение пушек, на получение брони и так далее и тому подобное. И вот я жду, когда уже будет наконец-таки усиление охотников. И тогда буду прокачивать вот эти вот все вещи. Как видишь, айтемов до хрена, но не качаю, жду. Как говорится, чтобы получить максимальную выгоду. Да, приходится лапу сосать, потому что убить не можешь. Но, как говорится, куда деваться.
Я думаю, лучше немножко потерпеть, а потом очень-очень быстро и резко прокачаться, подняться. Так, теперь, что касается шмоток. Шмотки одел некоторые фиолетовые, несмотря на то, что раньше были золотые. Теперь, внимание, вопрос почему. Смотри, способности вот этой подруги зависят от ее максимального здоровья. То есть все ее скиллы зависят от здоровья. Здесь снова максимальное здоровье, но как я понял, если хоть один скилл завязан на максимальном здоровье, значит весь урон от здоровья. Поэтому артефакты я ей одел приоритетно в здоровье. Чем больше здоровья у этой подруги, тем больше и больнее она бьет скиллами. А вот эта подруга, у нее зависит от атаки. Вот этот чувак, у него зависит от защиты, ну и так далее. И поэтому смыслу, образу и подобию, соответственно, одеваю вещи. И вот что самое интересное, смотри, при одежде у персонажа есть такое понятие, как его базовые... где же посмотреть, по-моему... Да, вот тут боеспособность. У многих упала боеспособность, то есть она была 48-49 тысяч, а упала до 46. Но при этом сам персонаж стал гораздо сильнее. Я хрен узнает, как оно тут правильно подсчитывается. Возможно, вот из этих всех параметров все складывается. Но если у нас вот эта подруга зависит, точнее ее атаки зависят от здоровья, нахрена ей разгонять атаку? Разгоняй, блин, ей здоровье. В общем, непонятно, как эта штука делается. Как я раньше брал через автоназначение, вот это вот рекомендуемое. Да, она оденет, но тут снова здравствуй другой геморрой. Я какой? Если зайдем в артефакты, посмотрим, вот здесь вот счетчик снаряжения 61. Так, давай что-нибудь на примере. Вот так покажем. Смотри, сейчас снаряжение 27. Ну здесь уже 46, потому что он плюс 10. Так, ладно, возьму что-нибудь другое. У меня нету ничего такого не прокачанного. Да? Так. Тынь. Вот, пойдет. Смотри, вот два одинаковых кольца. Оба вкачанные на плюс 10. У этого сейчас снаряжение 60. У этого 44. Если мы поставим рекомендуемую подборку, он оденет тот, которого просто тупо больше. Но эта подруга, ее урон зависит непосредственно от ее прямой атаки. И атаки в проценте, вот эти вот, гораздо важнее, чем вот эта вот вся хрень вместе взятая. Просто персонаж начинает сильнее дамажить. А если оденете вот это кольцо рекомендуемое, то урон, соответственно, станет гораздо меньше, ну и убивать будет сложнее. Так, ладно, с этим разобрались, это объяснил, по крайней мере, насколько я знаю. Погнали следующий режим. Значит, смотри, что у нас тут есть? У нас событийные подземелья. Здесь пока что всего лишь 2 босса. Из них вот это вот 2 ликана сразу и Игрис. У ликана падает именно кольца и ожерелья. У Игриса валятся сережки и вот второе колечко, типа на второй палец. Поэтому валим того и валим этого. Так, я завис на 8, пока подниматься выше не буду. Сколько у нас тут есть? 8 ключей. Давай 4 сразу заюзаем. 4 сюда, 4 туда и посмотрим. Заодно. Так, у ликана, у одного уязвимость к огню, у другого к воде, но защита от тьмы. Соответственно, героев берем под стать. Так, это тебя, подруга, тут защита от света, поэтому... у нас вот эта хрень появилась, да? Водяная. Тут боеспособности здоровья. Защита. Атака. А взять-то тебе, блин, и нечего. Пускай будет боеспособность защита, вот этот вот ветерок. Так, из скиллов, что мы возьмем? Так, у нас тут водичка, хорошо. Тут у нас огонек. В принципе, да, мы под него готовы. Единственное только... вот теперь смотри, вот эта вот сабля, несмотря на то, что она обалденно хорошо вкачана, но против него лучше вот эту, у которой атака буквально, сколько тут получается, в 4 раза меньше. И вот с этой книжечкой мне будет идти бить его гораздо легче.
где СРки пока что еще не все раскачал. Я раскачал только две. Это Сливу и Гримуар водный. Чисто не хватает ресурсов, чтобы раскачать. Я думаю, я уже, наверное, следующего ликана смогу победить. Что-то он тоже начал быстро отваливаться после того, как я переоделся. Да, очень быстро отъезжает. Так, этот сейчас зараза убежит, позовет другого. Успеешь убежать, не успеешь? Успел. И, блин, надо было так обосраться, промахнуться. Ну вот, собачка готова. Минус 2 собачки. Вот, новый предмет. Что у нас тут новенького? Ну, выпадало. Ну, я ни одного вот из этих бижутерий не использую, поэтому мне они как-то по фонарику. Итак, следующая мишень. Следующий у нас Игрис. Этого Игриса, во всяком случае, мне гораздо легче бить, потому что у этого Игриса уязвимость к тьме. Наверное, не буду я вот этого мочить. Сразу вот этого возьму. На лимитах как-то неохота сразу же. Хотя мы гораздо сильнее стали. Давай-ка, наверное, попробуем вот этого. Может быть и получится. Насколько? На 17 тысяч сильнее нас. Так, тут нам нужна тьма. Нам нужна здесь наша вот эта подруга. И тебе дадим вот эту вот саблю. Хотя, честно говоря, я бы тебе вместо твоего посоха... Да не, хрен с ним, пускай так будет. Так, скиллы, значит, у тебя урон по тьме, и у тебя постоянно восстанавливаются щиты. Ну, заодно покажу вам свою тактику по его убийству. Раньше долбачил я их очень долго, я не знал, что можно сразу двойную атаку брать, тройную. Так вот, какая у меня схема? Извиняюсь, затупил. Заболтался, задумался, побежал на автомате. Когда начинаю, я сразу пробиваю сливу, чтобы получить процент усиления. У сливы какая картина? 3 раза кинул скилл, и появилась. Кидаем своего друга, отбиваем удар, и пошли ему сразу моментально быстро ломать броню, насколько получается.
Так, замерзли, друган. Что самое интересное, если использую на Q скилл, то эта сволочь сразу начинает махать, а пока он меня горит, он нифига не махает. Вот смотри, стоило потратить, он сразу начинает размахиваться. Так, ляхай, мы тебя бить будем. Главное успеть по времени. Фи! Кнопка ошибся. Да, я этого ждал. Если вот этим ударом поймать во время его атаки, то он получает оглушение. Блин, время прям в лимитах. А, успею, не успею. 2 секунды. Блин, 7 полосок снять, это же жестко. Ну, давай. Есть. На лимитах мы успели, но отлично. Мы и там прошли, и тут прошли. Хорошо. Вот все вижу, что здесь выпало. Пользуюсь. 1, 2, 3. Только вот этими 3. Ну вот, это у нас был вот этот друган. И теперь еще 2 момента, которые я хотел показать. Наверное, сегодня мы пройдем с вами чисто по всем режимам возможным, которые тут есть. А потом уже, ну кроме арены испытаний, тут все банально скучно. Тут либо за игрока, либо за охотника проходишь, убиваешь, получаешь награду, идешь все дальше. У них тут что-то прям так существенно урон растет. Я давно, кстати, не бил его уже. Так, что тут на воротах? Давайте скан крутанем, посмотрим. Так, ну вот этого выше орка я просто не запинаю. Я уже его пытался. Несмотря на то, что тут разница маленькая, мне банально времени не хватает. Он щиты на себя накидывает. Долбачу только эсочки. Почему эсочки? Смотри, когда ты тут добываешь, за эсочку дается больше всего опыта. С повышением уровня получаешь различные бонусы, плюшки. Поэтому я сейчас загоняюсь именно исключительно только по эскам. Да, больше времени уходит, но ограничение 15 в день. Как говорится, чем выше уровень, тем больше дается. Вот гоблины. С гоблинов, в принципе, золото тоже очень хорошо подняли. Давно заметил, благодаря этому денег сейчас просто немерено. Так, у нас тут, ребята, давайте вот эту подругу, вот эту подругу и вот этого друга оставим. Мне вот ими больше всего пока нравится проходить. У них очень хорошие сплэшевые атаки.
А тут гоблины очень сильно разбегаются. Так, основная толпа сюда пошла, пошли сюда. Раз, два. Ну-ка, стойте. Вас никто тут не отпускал. Что-то в другую сторону направлял. Кто что подруга? А, у нас вот эти двое последних остались. Чисто с ультимейта можно забрать. Лови снежинку. О, не умер. Так, интересно, прорыв появится? Хотя, блин, прорыв-то я еще, возможно, пройду. А вот красные врата, я сколько не пытался, этого мне вообще не по зубам. Нет, не появились. Врата меняются абсолютно все, но если у тебя появились красные врата, сколько ты не будешь щелкать скан, они не пропадут, будет меняться только их ранг. Так, ладно, погнали следующее. Вот это вот новый режим, разрушительная сила. Эти два у меня еще не открыты, мне надо кампанию пройти. Но сейчас мы глянем вот эту вот разрушительную силу и на этом серию, пожалуй, закончим. На следующий заход уже хочу пройтись по вот этим вот всем досьешкам. Все досье посмотреть, прочитать, потому что я до сих пор не читал. Если вам не интересно, как говорится, можете эту серию пропустить. Кому интересно, то прошу на следующий день к просмотру, серия уже будет выложена. И вот этот вот архив полностью просмотреть, дочитать. Мы тут проходили, я вот помню, за Тхесика точно. Я их все прошел, но я не читал, то есть вот этот вот сюжет повторный. И я хочу полностью пройтись, почитать все сюжеты. Как раз у меня вот тут вот не хватает одного ключика, он появляется раз в сутки. Как раз я его открою и все вместе сможем глянуть. Наконец-таки. Потому что вот лично мне история каждого персонажа очень интересна. Итак, разрушительная сила. Сотрудник Лиги Охотников. А что такое? Думаю о тех странных вратах. Они не дают мне покоя. Этот датчик работал нормально. Конечно, непонятно, почему они не закрылись сразу же после того, как команда одолела босса. Врата все еще открыты? Приглядывайте за ними. Есть! Будет сделано. Ты что-то большое. Ты что-то очень большое. Какой пустотный дракончик. Разрушительная сила. Новые функции. Сражайтесь с огромными боссами. Пустите в ход все свое мастерство и уложитесь в отведенное время. Перемещение. Перемещение, говорю. Так, это... в смысле, это... Ну ладно, разрушительная сила. В режиме разрушительной силы игроки соревнуются в том, кто наберет наибольший счет. За каждый сезон можно получить многочисленные награды. Зависит от места в рейтинге. Понятно, писюнами мерится. А разрушительная сила. Игроки соревнуются в том, кто наберет больший счет во время событий. Соревнуйтесь с другими игроками в каждом сезоне, стараясь набрать наибольший счет. Посмотрите оставшееся время и начните покорять рейтинг.
По окончании сезона дают награды в соответствии с местом в рейтинге. Попробуйте сыграть в этот режим, когда будете готовы. Ладно, ладно. Итак, тренировка обычно. Значит, сейчас тренировка проходит. А раз тренировка, награда по идее не идет. Но это в некоторых предыдущих вот режимах, о которых я рассказывал, но не этих. Энио, черный огонь, разрушительная сила. Понятно. Сюда лучше не клацать. Это браузер открывается так. Осталось время в сезоне. 18 часов. Сведения о боссе. 40 уровень. 69 мощь. Рекомендую стихия воздух. Когда Энио узнал, что люди убили его заклятого врага Камиша, он впал в ярость. Теперь Энио жаждет отомстить людям. Сведения о бое. Если уничтожить правую и левую руку Энио, он войдет в состояние пролома. После чего вы сможете атаковать его голову и заработать больше очков. Стратегия. Уничтожьте части тела, вы больше не сможете ее атаковать. Вы можете атаковать голову врага, когда он войдет в состояние пролома. Когда действие состояния пролома закончится, вы сможете атаковать оставшиеся части тела. Дополнительные сведения. Начиная с определенной сложности, каждая часть постоянно восстанавливает здоровье, и так пока не будет уничтожена. Обладает пассивной способностью, дающей иммунитет к урону, пропорционально текущему здоровью. Вон оно чё. Короче, получается, ты убиваешь типа первого, потом второго, потом третьего. Награда. За количество очков, значит, ты получаешь награду. Очки это набираются по мере того, как ты... тут еще и рейтинг. Рейтинг есть. Ну это и есть рейтинг. Что такое? Один из этих предметов можно получить. Огонь разрушения. Ну да, в принципе, это то самое место, где можно набирать порошок благословения, а потом крафтить себе уже спецайтемы. Ну что, нормально? Нормально так. Можно мучить, количество попыток, я так понимаю, не ограничено. Ну что ж, давайте попробуем. Первый бой. Я не знаю, что нас там ждет. Я ее уже проходил, но когда запустил первый раз, был мультик, и да, вы его только что должны были посмотреть. Я его записал, но все, не было времени сыграть, что-то потом забыл. Ну, короче, вы уже увидели. Так, тут и есть награда. Награда зависит от нанесенного урона. Да, есть адовые ребята, которые выбивают вот это вот. Я вообще не представляю, что это за мутанты. Я никак не могу набрать 23,5 миллиона. Я вот максимум 2500 выбиваю и все. Хотя тут, как видите, разница, блин, в 1000, она вообще несущественна. Да и тут вот 3.15.1.1. 3.15.1.1.1. Вообще, тут, ну, не вкуриваю разницу. Вот этот уже 5.20, да, это следующее 65 миллионов. Но я 23 набить не могу, какой там мне 65. Так, вот это у друга урон к... уязвимость к ветру. Но у меня к ветру ничего нету, поэтому существенного даже не буду заморачиваться о глобальном таком нанесении урона по нему. Так, у меня есть ветерок вот такой вот, у меня есть ветерок вот такой вот, и давайте возьмем, наверное, вот эту вот подругу. Так, это твоя сабля. Это твоя перчатка, на тебя ничего нету пока, но... Возьми на... у тебя защита, тебе защиту надо. На защиту ничего нету, только на атаку, да? Пускай будет тогда вот это, что ли. 1900. Вот это пускай будет. Точность влияет на минимальный, на минимальный урон. То есть, если у тебя урон там от 2 до 10, то чем выше точность, тем выше будет минималка. Так, ветер. Что бы нам такого под ветер взять? Что у нас есть прокачано? У нас есть вот это вот оно. Этот скилл точно знаю, качал. И вот этот подкачанный. Вот так оставим. Поехали. Менять не буду, также оставлю книжку. Да, у меня есть сабли на ветер, но она вообще не прокачанная, урон там копейки, поэтому нету смысла даже ее юзать.
Здорово, дракоша. Смысл у дракоши какой? Ну, если кто не знает, вдруг расскажу. Есть левая лапа, есть правая лапа. Каждую лапу можно лупить. Так, а когда лапа падает, то можно бить уже по его башке, там типа урон гораздо больше проходит. Я вот только один раз за всю историю смог одну лапу разрушить. Если лапу не бить, она начинает восстанавливать свои жизни. Смотри-ка, у меня ребята живут, к этому времени они меня уже умирали. А может и получится набить хотя бы 20 тысяч, хотя... $5 миллионов только набил. Это надо мне минимум по 12 миллионов на атаку. Ой, что-то мне кажется, это пока нереальные цифры для меня. О, началось. Метеоритный дождик. Вот тут я тоже не знаю, я вообще не могу выжить вот от этой ерунды без одного скилла. Да, появляется вот этот вот хрен собачий. Я ни разу не смог его убить, я вообще не представляю, как это делается. А потом он так вот взлетает, начинает вот такую херню творить, и просто все жизни улетают. Если бы не вот это вот восстановление, тут просто отъезжаешь. Ой. Сильно ошибся. Хотя, может, 11 тысяч выбью, но вот следующими, чтобы это сделать, мне кажется, не получится нифига. А, одна лапа уже восстановилась. О, нифига, лапу уничтожил. Второй раз. Нормально. 15 секунд осталось до конца. А вот это я зря взял. Но все равно там секунда остается. Так, сколько получилось? Ну, в принципе, почти 13, я бы сказал, неплохо. Если зарегистрируешь, что все, этот счетчик сохраняется, можно выйти в менюшку и попытаться по-другому там собраться, переиграть. Но это кто хочет, как говорится, заморачиваться, то пожалуйста. Да что ж ты такое, прошу прощения.
Итак, и значит нам нужно провести вторую атаку. Вот этот счетчик, он суммируется. Вот у нас есть почти 13 лямов, и нам нужна сейчас вторая атака суммарно, чтобы набрать. Нам надо 23,5, то есть это 10 600. Если наберем, то уже получится. А здесь уже нельзя... А, у тебя защита от огня, ёшкин свет. Здесь нельзя использовать того персонажа, который уже участвовал в бою. Поэтому мы берем нашу подругу. У тебя своя сабля, у тебя своя сабля, у тебя своя сабля. Ну и поехали, попробуем. Я надеюсь, получится. Если получится, это прям мой первый раз будет, когда я достиг второго. Главное не тупить, не ошибаться. Да и опять, как повезет. Они иногда, вот эти вот твои охотники, быстро отъезжают, а иногда прям долго хорошо живут. Зависит от того, какая у него атака выстрелит. Ну нифига, лапу уничтожили почти, офигеть. Так, вот этот гад стреляет всегда именно в тебя, поэтому... Так, все, эту лапу мы оторвали. Охренеть. Может, и эту успеем? Да, вот это я сейчас попался, конечно, плохо. Нафиг ультану лучше сейчас. Ульта, конечно, действует, если правильно встать по двум лапам сразу, но так как у нас нет второй лапы. Глянь-ка, успеем, наверное. Не, нифига. Нифига не успели. Ну, это уже наши ребята не переживут. О, фига, защиту разрушил. Фига, убил его. Охренеть. Да, вот только жаловался, что нифига убить не могу. А, вот с этим вот что делать, вот когда он вот так вот плюет. Да, вторая лапа прям хорошо так восстановилась. Ох, ёшкин свет, а у меня этого не хватает уже энергии. А вот это тоже плохо. Ай, не жадничай. Хоть раз бы его свалить в этом режиме. Там первый раз раньше давали типа тренировок. Опа, броня лопнула. Офигеть, я это сделал. Нифига, 17 миллионов набил.
Не понял, почему броня не снялась, я же нажал удар типа. Офигеть, вот это урона, вот это здрасте. Честно говоря, ребята, я в ауте. Для меня это прям какие-то нереальные цифры. Вот буквально вчера я его бил, я смог набить суммарно всего 14 миллионов за 2 атаки. Блин, какое-то вот правильное распределение артефактов без каких-либо изменений дает просто адовые результаты. Так что, если гоняете в эту игрушку, обратите внимание все-таки на одежду ваших персонажей. Если вы будете использовать не автомат, а сами заморочитесь по сборочке, все-таки это будет для вас гораздо существеннее, игра пойдет легче и приятней. Так, ну вот, собственно, и все. Да, мы получили вот 31 миллион. Мы забрали нашу награду вторую. А чё первую-то не даете? Дайте первую плюс вторую, жмоты, блин. Вот если бы давали первую плюс вторую, то да, я бы вот... Тут было бы интереснее, а вот так вот, конечно. Ну ладно, не жадничай. Не жалуйся. Так, ну вот и все, что я в принципе хотел показать, рассказать. Арена времени. Давайте вернемся к арене времени. Значит, вот это вот наша собака сутулая. Тут идет тренировочный период, типа можно потренироваться, потом ты его берешь, убиваешь. Вот тут была просто битва с Цербером за игроком. Следующая битва будет через вот 1 день 17 часов у меня, и надо будет гнать за охотника. Тут получаешь награды, если успеваешь его в течение времени убить, то, как говорится, чем выше, тем больше наград. Соответственно, если убил за 5 минут, то получил первую, если за 4:20, то получил и первую, и вторую. Вот так вот оно идет. Но первый Цербер, конечно, был легкий, я его что-то как-то странно забрал все награды. Вот за минуту 56 ушатал его. А вот у тебя вот сколько будет, насколько ты будешь силен. Ну-ка, тренировка запустится. Порекомендуем боеспособность 50, я думаю, тоже его легко завалим. У него защита от тьмы и свет. Ну ладно, когда будет, тогда и будем бить. Это обычный бой с Игрисом, в принципе, тут ничего такого сверхъестественного нету. Так, и теперь последнее, вот это вот испытание. Испытание дается на неделю, просто проходится тупо каждую неделю новое. Награды тут не слишком маховые, второй уровень мы не можем посмотреть, 3, 4, 5, так как они у нас закрыты, но награды разные за каждое прохождение. Каждый последующий все сложнее. Вот тут вот у нас получается награда вот такая вот скромненькая, 347 штук набрал. Охотников можно пропать прям, да не могу. Ну давайте глянем, вот это у этого чувака рекомендуемый свет. Вот на эти цифры, то что его грохнули за 39 секунд, я вообще не знаю, что это за мутанты. Там, наверное, хай-левел, перекачанные полностью. Так, ну поехали. У тебя что, шкала постепенно восстанавливается. Это значит, у него будет восстанавливаться броня. Так, против... Да какая броня? Нафиг ты до падения брони не успеешь дожить. Возьмем вот этого и вот этого. Вот этого другость поставим сюда. Так, вот это возьми. Ты у нас порежешь защиту, а ты просто его вшатаешь прям за пару секунд. Поехали. Даже броню ему снимать не буду. То, что уже сколько раз смотрел, если у тебя сильные удары, то броню снимать вообще бесполезно. Она не успевает падать. Салам, братцы. Так, всем приветик, можно в кучку?
제게 맡기세요. Так, а теперь лидер тени. Ой, я уже 44 секунды потратил. Как они проходят за 39 секунд, я вообще не вкуриваю. Я, чтобы до сюда добежать, время потратил ему. А, в чем плюс вот этого режима прохождения? Тут у тебя нет ограничения времени, то есть ты можешь хоть час проходить. Поэтому убить можно всех. Так, забираем наградку, смотрим следующего. Следующий у нас вот эльф. За него уже другая наградка. Вот они, следы тени, самый, сложный для меня материал, который реально сложно получать. Ну, может еще вот там у меня 2 режима не открытых, может там они хорошо падают. Так, тут он нам рекомендует стихию огонь. Значит, мы тебя убираем. Возьмем вот эту подругу. Да, у тебя по-любому щит есть. Так что ее возьмем. Эльфы, здорово. Так, давайте вот к этим стрелкам поближе. Таковый минус. Куда дальше бежать? Опять пойдемте сюда. А, ну вот, наверное, они вот так вот и проходят. Как перекачанные персонажи, один сильный массовый удар и просто тут побежали дальше. Ну и босса с 2 ударов ваншотают. Или с 1 даже. Да, броня у него есть, но, по-моему, он умрет до того, как у него броня спадет. Так, давайте броню поломаем еще. Точно. У лоу-левельных вообще нет смысла броню ломать, просто физикой вшатывать и все. Так, а вот дальше уже будет, по-моему, пожестче. Уже надо будет уворачиваться, с последним там уже убить может, а вот последний просто тебя ваншотает. С 1 удара падаешь от него. Так, следующая Касака. Ну, Каска это вкусно, мне она нравится. Когда у меня появилась эта бяка, Каска была на последнем уровне, самая сложная, и даже ее умудрился ушатать. Причем у меня боевая способность была, наверное, 1050 всего, суммарная от моих ребят. А у Касаки боеспособность там 240 тысяч была, ну, в общем, вообще несопоставимо нереальные цифры. Но и это не спасло. Так, у тебя сопротивления нету? Нету. Поехали. А, я смотрю, мы уже больше часа идет серия. Ну, сейчас быстро вот это досмотрим и закончим тогда. Чтобы не тянуть кота за яйца. И не растягивать большую длинную серию, а то от нее устанешь. Ну, мы Каску убивали, в принципе, все то же самое. Ничего особо не меняется между тем, что было у меня там, и между тем, что здесь. Так, вроде отошел. Так, ребята, подходите, помогайте. Нифига, ты куда стукнула? Ну да, как видите, она уже дольше бьется. Блин, засмотрелся, удар пропустил. О, бес.
Ну, битву с Цербером показывать уже не буду. Это будет по принципу, как я проходил до этого битва с Цербером. Прямо она точно так же будет проходить. Единственное, она будет просто в десятки раз дольше. То, что там уже дурак будет по 240 тысяч боевая мощь. Для меня это слишком большая. Да, вот у этого уже 178. Уже этого будет нелегко пробить. Так, у тебя есть щит, но нету этого и пассив. У тебя урон к воздуху, так что возьмем мы точно тебя, чтобы броню снять. Оставим тебя, у тебя ребята стреляют. Мне вот у этой нравятся лучники. Лучники довольно-таки так классно дамажат. То есть тебя нету, ты героя сменила, а они все равно настреливают и прям, будь здоров, так существенно настреливают. Да-да-да, я бегу к тебе. Салам. Как много гоблинов. Гоблин-заклинатель. Ну давай подеремся. Чё бы нет. Ой, блин, не эту кнопку хотел нажать. Что враг неумный. А вот предыдущего, кстати, я не смог так убить. Вот который был прям буквально перед этим, там какая-то смерть с косой была. Там огромная куча свиты было постоянно. И вот из-за этой свиты я не смог задолбачить его. Много раз пытался, но не повезло. Все говорят, что вот это вот очень плохой герой. Вообще отвратительный. Мне он нравится. Я не знаю, что его матерят так многие. А может, мне он нравится, потому что он у меня один из первых был. Ну вот, собственно, и все. Сейчас глянем следующего. А, вот еще 5 айтемов. Отлично, там их надо вообще гору. Так, а за это выдается вот такой вот пузырек. Их 18 штуков. Но, ну да, 242 миллиона. Я просто охренею его бить. Я сомневаюсь, что это будет с первого раза, поэтому даже не буду пытаться, чтобы не тратить ваше время. Ну, ребята, собственно, вот и все, что я хотел вам показать. Системный магазин периодически появляется. За просмотр 5 штучек. Ну, тут и за денежку. Фига 8 баксов. Но порой тут бывает и халява бесплатная, бывает и за золото что-то купить можно. Ну, ребята, вот и все, что я вам хотел показать. Так что, раз уж досмотрели видео до конца, бабахаем лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Ну и надолго с вами не прощаюсь. До завтра. Так что удачи тебе и в игре и гряде. До скорых встреч.